берем кастрюлю, наливаю где-то 5 столовых ложек оливкового масла, либо любого растительного. Добавляю луковицу, ее я порезала полукольцами, и 2 зубчика чесночка, просто вот такими маленькими кусочками. Сейчас это все пассируем где-то 2-3 минуты. Дальше стручковая фасоль, вот такими кусочками, как пальчик где-то я разрезала. Всю фасоль промыла и потом ее вот так порезала. Сейчас добавляем в луковицу. Луковица уже, видите, золотистого цвета, приятный аромат. Добавили фасоль. Сейчас добавляем морковь. Морковь порезала еще тоньше. Ну, то есть, в принципе, фактически как фасолевые стручки. Может, немножко тоньше. Также добавляем ее фасоли. Дальше добавляю картошку. Ее я тоже также порезала на такие. В общем, режем овощи приблизительно одинакового размера и формы. Помидор порезала просто кубиками, потому что он должен, в принципе, дать нам сам томатный соус. И вот так же сейчас выкладываем нашим овощам. Солим по вкусу. Можно добавить еще какие-нибудь специи ваши любимые, которые сочетаются с овощами. Сейчас все хорошенечко размешаем. Накрываем крышкой и 10 минут будем тушить где-то на таком больше, чем средний огонь. Можно сказать, даже на большом. Периодически смотрите, поворачивайте, чтобы ничего не подгорело. И если видите, что, например, жидкости маловато от помидора, можно немножечко буквально налить водички. Совсем капельку, буквально там, я не знаю, 3 столовые ложки. Ну, тоже в зависимости от того, насколько ее не хватает. Все, 10 минут ждем. Спустя 10 минут делаем маленький огонь и под закрытой крышкой 20-25 минут до готовности всех овощей будем тушить. Но опять-таки не забывайте про жидкость. Если ее мало, то немножечко можно добавить, либо же томатный соус это может быть, либо же просто водичка, или даже покрошить еще один помидор. В общем, чтобы все не пригорало, следите. Все накрываю крышкой и 25 минут где-то буду также помешивая, не забывайте обязательно, ждать, пока все овощи станут мягкими. Итак, друзья, все готово. Попробовала все овощи, все мягкое, все вкусное, сочное, ароматное. Поэтому сейчас можно смело кушать. Это можете приготовить к мясу, курице, даже с котлетами. В общем, это может быть как гарнир и как самостоятельное блюдо. С йогуртом, с чесночком, со сметаной. Ох, говорю, и прям уже очень-очень хочется побыстрее все это попробовать. Так что, ребят, обязательно приготовьте, не пожалеете, я уверена. Очень быстро, вкусно, просто. На этом я буду заканчивать. Всего вам хорошего, желаю приятного аппетита и будьте здоровы и счастливы. Пока-пока. Очень-очень вкусный рецепт, серьезно. Уже попробовали все похвалили и прям попросили добавки. Так что не сомневайтесь, вкуснятина.